Друзья, всем привет, как ваши дела? Сегодня в этом видео я буду кататься на велосипеде по городу, по своему родному, город Кустанай. Буду показывать вам архитектурные памятники и не только. В общем, буду кататься и рассказывать вам немного, так сказать, истории. Так, там у нас пивзавод. Сейчас едем туда. Это у нас пивоваренный завод в городе Кустанай. Его построили в 1893 году. И по сей день он работает. Здесь вот можно приобрести пиво. Это вот непосредственно сам магазин. Построил этот завод швейцарский купец Лорец. Ворота, видите, еще с тех времен. Построен завод с такого красного кирпича из местной глины. Памятник охраняется государством. Сейчас я еду к дому этого купца, где он проживал, поэтому не переключайтесь, я вам все покажу. Вообще, вы знаете, по улице Каирбекова очень много старых домов, избушек, вот по типу такого плана. И, в принципе, здесь везде такие дома, типа землянок, но они уже осовременены, уже облицованы современным материалом, поэтому так по виду и не скажешь. А вот, кстати, и дом купца Лорица. Он построен в 1890 году. Вот, в стиле такой русской архитектуры. Сейчас здесь госучреждение. Здание хорошо сохранилось, как видите. За ним тщательно ухаживают. Такие ели красивые. Но эта часть города мне больше всего нравится. Смотрите, это Казахский драмтеатр. Просто здорово выглядит. А это первая городская аптека. Каздрамтеатр. Площадь первоцелинников. Мусульманская мечеть 1893 года постройки. Так, я тут катаюсь по сети центра. Вот тут у нас ЦУМ, короче. Люди там закупаются. Тут у нас фонтан. Что-то его реконструируют или что, не знаю. Это у нас мавзолей имени Ибрая Алтынсарина. Вот, кто там не был, советую посетить. Сити-центр всегда у нас такой оживленный. Тут, сейчас мало тут людей, а вот вечером тут молодежи, конечно, вообще куча. Тут у нас Казпочта. Это у нас краеведческий музей, а здесь картинная галерея. Конец 19-го, начало 20 века. Вот такой вот красивый дом. Здесь у нас картинная галерея.
А здесь у нас Казахтелеком. Центральный парк. Библиотека имени Толстого. У нас колесо обозрения. Фонтан еще работает. Классно на велосипеде. Все быстро объехал. Так, это наш областной акимат. Акимат — это типа городская администрация, ну, областная администрация, или как? Да, наверное, скорее всего, областная, типа администрация. Это у нас часовая башня. Это у нас дом купца Воющего. Конец 19-го, начало 20 века. Построен в 1904 году. Кустанай был центром торговли, поэтому здесь очень много домов купцов именно. Всем привет, друзья! Это уже другой день. Выдвинулся на прогулку и увидел вот такой памятник. Я не знал, что это за памятник, как он называется, но мне подписчики написали, что это памятник сантехнику. Вот у него вот такой ключ газовый на коленях. Наверняка мало кто знает, что есть такой памятник. Художественная школа имени Никифорова. Раньше в этом здании было высшее учебное училище, построено в начале 20 века. Итак, позади меня находится университет имени Ахмета Байтурсынова. Раньше в этом здании был облисполком, которое было построено в 1930 году. Сейчас здесь занимаются просвещением. Это у нас краеведческий музей. Окольными путями через дворик мы попадаем в такой вот двор. Вот тут у нас вот пушки. Смотрите, старые пушки. Здесь написано 1740 год. Тут у нас находится стена расстрела. У этой стены в апреле 1919 года карателями Колчака проводились массовые расстрелы красных партизан, участников Кустанайского крестьянского восстания. Тут прям сильно, да, видно. Вот прям видны отверстия от пуль. Да. Конные грабли для сгребания сена, валки. Параконная наклонно-подъемная сенокосилка «Новый идеал». Такие прям названия: «Новый идеал». Да. Тяга, две лошади. Но конный двухкорпусный плуг, навесная зубовая барана «Зигзаг». Вот мельница. Русский драматический театр. Приехали на ЖД. Тут есть памятник железнодорожнику, да? Вот он, памятник. Вот так выглядит.
Путь длиною в жизнь. Так, я стану, чтоб вот понимали, каких размеров. Колесо вот так вот мне по шее. Замок, смотри. Да. Машина, да? Огромная. Уа. Замкину. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А я поехал в путешествие. Вообще вот тут лестница должна быть. Так, я на паровозе. Сейчас туда зайдем. В кабину. Ага. О. Вот тут грязно так. Это, короче, сам этот двигатель. Водонапорная башня. Тоже памятник архитектуры. 1913 года постройки. Вот слушайте, он, да, там работает, что-то шумит, насосы он работает. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.